Привет, это канал Илон Маск. Сегодня вы узнаете о том, что в Канаде может появиться новая гигафабрика, терминал Starlink взломали, а Илон Маск продал акции Tesla почти на $7 миллиардов. Начнем с Tesla. CNBC Индонезия сообщает, что Tesla делает большие шаги для обеспечения поставок материалов и подписала несколько контрактов с местными компаниями на $5 миллиардов. Индонезия давно пытается убедить Tesla начать производство в стране. Одной из приманок является никель, которого там, мягко говоря, в избытке. Власти Индонезии говорят, что Tesla заключила 5-летний контракт с компаниями по переработке никеля, а сам переработанный никель будет использоваться в батареях компании. Согласитесь, гигафабрик мало не бывает. Стало известно, что Tesla лоббирует в правительстве Онтарио возможность строительства нового завода в Канаде. Компания взаимодействует с властями по вопросам реформы разрешительной системы и возможных стимулов в отношении передового производственного объекта. Это стало известно, так как в Канаде компании должны раскрывать все свои лоббистские усилия в правительстве. В своем заявлении Tesla ясно дала понять, что быстрое получение разрешения на строительство – это самый большой стимул, который может дать регион, чтобы убедить компанию выбрать его для строительства нового завода. И компанию можно понять. Илон Маск явно сыт по горло бюрократическим кошмаром при строительстве Гига-Берлин. Дайте уже человеку нормально работать. Вот, например, Tesla давно говорила, что всегда старается улучшать безопасность своих автомобилей, а китайское подразделение компании взяло и объявило о добавлении новой подушки безопасности в сиденье водителя Model Y, что делает и без того безопасный автомобиль еще более безопасным. Дополнительная подушка установлена в боковой поддержке водительского сиденья и при срабатывании может значительно снизить количество травм, получаемых при контакте между пассажиром и водителем. Хорошая новость? Хорошая. А дальше еще лучше. Tesla Semi не за горами и скоро начнет доставлять чипсы. Илон Маск рассказал, что поставки нового грузовика начнутся в этом году, а первым доступным вариантом будет версия с запасом хода в 804 километра. Вероятным кандидатом на получение первых поставок является PepsiCo, которая уже установила мегачарджер на заводе Frito-Lay в Калифорнии. А пока мы хрустим чипсиками, доставленными классическим образом, поговорим о продажах. Первая половина 2022 года была хорошей для Tesla, и продажи Model Y в Европе находятся на высоком уровне. Фактически, компания впервые в истории лидирует по продажам среднеразмерных кроссоверов в Европе, поскольку Model Y обогнала Mercedes-Benz GLC. Хочется еще раз спросить, а где же там те самые убийцы Теслы? Как дела, ребят? А еще тут и солнечная Калифорния решила вставить палки в колеса ДВС. Model Y и Model 3 стали двумя самыми продаваемыми автомобилями в Калифорнии в первой половине 2022 года. Model S также заняла первое место в своем сегменте роскошных элитных спортивных автомобилей. Что касается продаж бренда, результаты Tesla выросли на 82% по сравнению с прошлым годом. Кстати, многие говорят, что аккумуляторы не экологичны, мол, их выбрасывают в мусор, а сама переработка нерентабельна. А вот компания Redwood Materials доказывает обратное, начав производство переработанной медной фольги. Среди первых клиентов компании Gigafactory Nevada, который Tesla управляет совместно с Panasonic. В своем сообщении в Twitter Redwood отметила, что ее переработанная медная фольга может сократить выбросы CO2 примерно на 83% в год по сравнению с нынешней цепочкой поставок батарей из Азии. Использование Panasonic переработанной медной фольги будет первым в своем роде опытом, и это проложит путь для восстановления батарей и их возврата на тот же завод в замкнутом цикле. Redwood заявила, что планирует увеличить производство медной фольги до 100 гигаватт-час в год в течение следующих нескольких лет. Этого количества хватило бы примерно на 1 миллион электромобилей. Ну и конечно же, ребята, ждем ваши шутки про Илона Маска и фольгу в комментариях, ну куда ж без них. А уже совсем скоро мы сможем увидеть еще один новый формат батарей в Тесле. Недавний отчет из Китая сообщает, что компания вскоре будет использовать литий-железофосфатные батареи BYD Blade. Интересно то, что новые аккумуляторы будут устанавливать на заводе Гига-Берлин, а не на фабрике в Китае. Такая стратегия будет выгодна для Tesla Germany и поставщика батарей, поскольку завод все еще находится в процессе наращивания мощности. Источник отметил, что первая партия Model Y с новой батареей сойдет с конвейера
конвейера в конце августа – начале сентября. Но это все будущее, а вот в последнее время Tesla перетасовывает и укрепляет свои юридические ряды, особенно на фоне усилий Илона Маска по созданию в компании хардкорного судебного отдела. Еще в мае Маск отметил в Твиттере, что он собирается собрать команду, состоящую из жестких бойцов, которые будут инициировать и исполнять судебные иски. Сообщается, что в прошлом месяце юридическая компания Tesla получила пополнение. Компания наняла Дерека Уиндхэма на должность старшего директора и заместителя главного юрисконсульта по корпоративным вопросам и ценным бумагам. До работы в Tesla Уиндхэм в течение 7 лет работал в HP, так что сотрудник проверенный, мощный и заряженный. Как минимум документы распечатывать и картриджи в принтере менять теперь точно есть кому. Ну и немножко о терминологии и снова о судах. В то время как в США бушуют целые баталии по поводу запрета FSD, промежуточный апелляционный суд Германии отменил решение суда Мюнхена от 2020 года, запрещающее Tesla использовать термины автопилот и Full Self-Driving в рекламных кампаниях. Тогда суд постановил, что эти названия вводят клиентов Tesla в заблуждение. Только вспомните, сколько было ярких и злорадствующих заголовков по этому поводу. Новое решение по делу было принято на основании того, что Tesla четко дает понять, что автопилот и FSD — это системы помощи водителю, а не функции, обеспечивающие автономное вождение. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Но неужели здравый смысл восторжествовал? Пока вы радуетесь вместе с нами, поговорим про Tesla Energy. Энергетическое подразделение Tesla определенно живет в тени своего автомобильного бизнеса. Когда большинство людей думают о Tesla, они думают об электромобилях, но в последнее время компания снова сосредоточилась на энергетических продуктах. Во время корпоративной встречи Сет Уингер, старший менеджер по разработке солнечных продуктов, сказал, что в этом году появятся новые и обновленные продукты Tesla Energy, и компания ожидает значительного повышения эффективности установки, эстетики и производительности продукции. Интригует, хотелось бы подробностей. Вот у SpaceX их завались. Трудно представить, но с 2019 года SpaceX запустила около 3000 спутников сети Starlink. Последний запуск состоялся 13 августа, что позволило SpaceX пополнить группировку на 46 аппаратов. Но даже такие цифры не впечатлили Федеральную комиссию по связи США, которая отказала SpaceX в получении $900 миллионов в виде субсидий на развертывание терминалов Starlink. FCC заявила, что SpaceX, цитата, «не смогла выполнить требования программы, посчитав компанию рискованным проектом, неспособным предоставить обещанные услуги». Тем не менее, о Starlink они же отзываются положительно, дополняя, что у технологии есть перспективы. Несмотря на то, что FCC отклонила проект, известно, что ВВС США изучают технологию и даже инвестировали чуть менее $2 миллиардов. А сейчас рубрика «Очумелые ручки». На ежегодной конференции хакеров бельгийский исследователь Леннард Воутерс сообщил, что ему удалось взломать терминал Starlink. Леннард использовал печатную плату, которую он собрал сам своими руками. Это смешно, но устройство для взлома обошлось ему в $25. Чтобы получить доступ к аппарату, исследователь использовал самодельный мод-чип на Raspberry Pi. Он рассказал, что ему удалось запустить атаку с внедрением ошибок, чтобы временно сбить систему с толку. Это позволило обойти средства защиты и выполнить код для получения root-доступа. Перед презентацией он сообщил об уязвимости SpaceX через специальную программу вознаграждения за обнаружение ошибок. SpaceX назвала этот подвиг технически впечатляющим. Теперь компания дала возможность другим исследователям безопасности взять под прицел экосистему Starlink. Отдельно поговорим про Starbase. Неделя у SpaceX в южной части Техаса была жаркой, но на этот раз обошлось без взрывов. Компания провела ряд огневых испытаний с прототипом корабля Starship S-24 и прототипом первой ступени Super Heavy B-7. В середине недели состоялись огневые испытания двигателей Raptor 2 на прототипах. За одну ночь команда запустила двигатели на S-24 и B-7. Визуально корабль и первая ступень не получили сильных повреждений, хотя на Starship S-24 заметны небольшие изменения. Снова откололась пара плиток термозащиты. В конце недели состоялись повторные огневые испытания первой ступени Super Heavy B-7. Новые испытания длились около 20 секунд, что стало рекордом по длительности для двигателей Raptor 2, которые установлены на прототип.
А сам Илон Маск вовсю готовится к противостоянию с Twitter. Поданные в SEC документы показали, что Илон продал акции Tesla на сумму около $6,9 миллиарда после проведения ежегодного собрания акционеров. Илон объяснил, что продал акции на случай, если проиграет суд с Twitter и будет обязан приобрести социальную сеть, а некоторые из его партнеров по акционерному капиталу не придут на помощь. Такая заблаговременная продажа вызвана желанием Маска избежать экстренной продажи акций. Илон добавил, что если сделка не состоится, он просто снова купит акции Теслы. Звучит логично. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поддерживайте нас на Бусти, хорошей вам недели и скоро увидимся. Пока!